Я, короче, сидел сегодня, думал и придумал, как сделать жизнь, качество жизни казахстанцев лучше. И первое, наверное, это создание отдела контроля качества. То есть все тендера, которые выигрываются, нужен человек, нужны люди, которые будут проверять. Тем самым финансы не будут они просто так уходить куда-то там налево-направо, и будет проверяться контроль качества. То есть, к примеру, если, допустим, человек там, организация заказала ноутбук там за 400 тысяч, да, и им привозят там ноутбук за 190 тысяч, и, понятно же, что там большой заработок. Это как бы, не возбраняется, да, но и должно тогда соответствовать этому. Вот, то есть, так скажем, контроль всех финансов, которые будут уходить из государства там в частные руки. К примеру, допустим, будут укладываться дорога, там асфальт, скажем, да, будем говорить, не новый асфальт, даже и новый, да, любой асфальт. Приходит человек, проверяет, ага, подсыпка сделана там, скажем, все сделано грамотно, там, да, аккуратно все сделано. Приходит, подписывает акт, вот, все нормально. То есть нам надо взять самые лучшие практики со всего мира. И первое, это, наверное, мы должны ориентироваться на страны, в которых уже более-менее что-то поставлено. К примеру, в Америке это уже есть. Вот у меня знакомый работает, он устанавливает бассейны. И прежде чем он начнет что-то делать, он приходит, берет документы и смотрит, ага, здесь там слева там 3 фита, справа там 4 фита должно быть, да, спереди там 20 фитов. И вот он смотрит, выставляет метки, копает яму, приходит инспекция, проверяет. Потом он бассейн установил, сделал подсыпку, начинает делать заземление вокруг бассейна. И приходит инспекция и проверяет. То есть толщину металла, толщину решетки вот этой проверяет. Потом проверяет, как это все сделано. Они проверили, все хорошо, качественно, все. Они подписывают акт, человек продолжает работать. Человек сделал заземление, там залил бетон, что-то еще, установил оборудование. Приезжает инспекция, проверяет о том, что вот, должно все правильно стоять. То есть компания, которая продала оборудование, она приезжает, проверяет, что да, действительно, оборудование смонтировано правильно. Мы подписываем акт, то есть после подписания акта действует гарантия. Все. И без проблем. Человек выполнил свою работу, заработал свои деньги. Акты все подписаны, в случае чего, то уже несет человек, подписавший акт, несет ответственность. Вот. Если нам это сделать, это было бы намного круче, чем просто там будет приезжать, да, скажем, финполиция, да, проверять, финкомитет. Потому что люди, то есть основная цель тендеров это заработок. Да, я не спорю. Заработок везде есть, и он нужен. Это хорошо. Хорошо, когда ты зарабатываешь. Но и люди тоже должны подходить к этому, знаете, так скажем, с чувством уважения к своей стране, а не так, что они делают это так, на отшибись, скажем, да. Вот. Если человек сделал все грамотно, он может спать спокойно. Если же он там нарушил что-то, вот, то пускай у него жопа сжимается до наноразмеров, и он ходит и очкует всего подряд. Вот. Тогда я думаю, что уровень в нашей стране, он будет намного выше, чем в других. И у нас не будет таких плохих дорог, у нас не будет такого похабного отношения к простому народу, да, просто уже начинает сердце болеть за Казахстан. Почему у нас все есть, и мы живем, грубо говоря, в жопе, да. Не в жопе, но близко к ней, да, уже говнецом попахивает. Вот. Я думаю, что нам надо как-то, точнее не нам, государству, правящим людям, которые стоят, да, в правительстве, они должны задуматься об этом и как-то принять меры для этого, потому что, это очень важно для нас сейчас. Если мы сейчас это упустим, то в дальнейшем люди, которые будут приходить на эти места, они будут видеть всю эту коррупционную схему, и они будут также зарабатывать откаты и все такое.
Я занимался тендерами, я знаю, что это такое, и могу сказать, да, конкретно, что оно есть, оно везде есть, абсолютно в любой сфере. Начиная там, да, короче, в абсолютно любой сфере, и все это знают, все это видят, никто не скрывает это. Просто когда ты начинаешь что-то делать, ты, думай не только о себе, о том, как набить свой карман, подумай еще о том, что останется твоим детям. Да даже не твоим детям, да, простому народу. Хватит воровать, давайте уже будем делать нормально. Пускай по чуть-чуть, но будем делать нормально. Просто люди будут тогда относиться к вам и уже с уважением и по-другому, да, то есть когда все будет нормально. И это вот как бы мое предложение номер 1 для государства, чтобы улучшить качество жизни казахстанцев. Да, и, пожалуйста, напиши, что ты об этом думаешь. Мне важно, я отвечаю на каждый комментарий, чтобы можно было пообщаться с вами, да, как-то там выскажите свое мнение, может быть, я на ваше мнение запишу видосик. Поставь палец вверх. Тебе не сложно, мне приятно. Ну и думаю, что не стоит напоминать, что если тебе нравится мой контент, подпишись, будь другом, поставь там палец вверх, поставь там уведомлялку себе. Тебе не сложно, мне приятно. Еще раз повторяюсь. Будь другом. Хорошего дня, подумай. И может быть кто-то меня сейчас смотрит из правительства, и они могут это реализовать. Я был бы рад. Честно говорю, я бы даже поддержал всем.